Добрый день, дорогие тельцы! Добро пожаловать на мой YouTube канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на январь 2024 високосного года. Ну что, дорогие, наливайте себе что-нибудь вкусненькое, присаживайтесь поудобнее, будем разбираться. Ну что, дорогие тельцы, как говорится, пришло время спланировать ближайший январь. Месяц, который будет для вас сложноватым. Месяц, в котором необходимо будет договариваться. Слава Богу, отпустят ретроградный Меркурий. Слава Богу, не будет такой заварушки планет на небе, но все-таки в конце января с 24 числа начнет разворачиваться Уран. На неделю он зависнет, и до 1 января он будет в таком статичном развороте. Да? Что будет в этот момент? В этот момент будет сложно. Сложно эмоционально, потому что Уран у нас планета, которая отвечает за время, прошлое и будущее. Уран отвечает за свободу, поэтому всем захочется стать свободными. Сложнее всего будет тельцам. Что еще? Уран у нас отвечает за друзей, за поездки. Уран у нас отвечает за глобальное мышление, за создание, за грандиозные планы. И вот все, что связано с Ураном, вот так вот остановится. И как раз таки будут сложности со всеми делами, с чем связан Уран. Поэтому, дорогие, запаситесь терпением, не бегите, не боритесь за свою свободу, не спорьте там, где лучше не спорить, и подождите. С первых чисел февраля все пойдет как надо, Уран развернется, и все станет хорошо. То есть не нужно рвать контакты, отношения и тому подобное. Да? Держитесь договоренностей, которые вы себе наметили, и следуйте по плану, потому что Уран — это та планета, которая совершенно не любит планы, любит их нарушать, любит их сбивать, отменять концерты и тому подобное. Поэтому, дорогие, остановитесь на эту недельку. Что касаемо вообще всего: отношений, работы, договоренностей, вообще в принципе планов на жизнь. Если же действовать в этот момент, то да, может быть невероятный какой-то успех. Конечно, да, может кому-то повезти, но еще раз говорю, это видео я записываю, это общий гороскоп для примерно 700-800 миллионов тельцов. Вы прекрасно понимаете, что он не может быть одинаковым для всех. У каждого есть свои плюшки, у каждого есть свои минусы, да? То есть мы все живем в своем ритме, но этот гороскоп общий для большинства людей. Как я люблю говорить, если у вас более грандиозные планы на эту жизнь, конечно же, тогда в ссылке шапки профиля есть ссылочка на сайт, там на индивидуальную консультацию записывайтесь и будем разбираться, потому что необходимо вычислить, что вы хотите, для чего вы хотите, и, возможно, в этот период Урана вам как раз-таки и надо будет действовать, потому что все мы разные. Кто-то в ретроградный Меркурий переезжает, а кто-то не подписывает документы, и у нас у всех есть свои фишки. Поэтому, что касается работы, дорогие тельцы, то январь будет месяцем, когда вторую и третью неделю прекрасно можно поработать. Заключить договоренности, сделки, планы, проекты. Захочется работать. Первая неделя января, конечно, будет сложновато. Первая неделя января будет такой постновогоднего стола синдром, да, когда вроде бы отношения испортились, когда хотелось большего, получилось меньше. Ваш главный управитель Венера еще будет в Стрельце, и поэтому здесь, конечно же, необходимо запастись терпением. Хотеться будет много чего. Получаться в первую неделю января вряд ли что получится, потому что обиды, переживания, чувство вины будут топить за свое. Поэтому здесь, конечно же, еще делаем погрешность на том, что у нас планетарные праздники до 5, 6, 7 января. Поэтому здесь, дорогие,
понимайте, отслеживайте, что невозможно завести планету, когда она отдыхает, да, поэтому отдыхайте. Отдыхайте в работе, все равно ничего не получится в ней сделать. Составить план так себе будет мероприятие. А вот с 7 января, с 7-8 января прекрасное время для того, чтобы начать работать. Уже будет, выйдете из такого состояния напряжения, из состояния лени, и уже будет получаться. Потому что, еще раз говорю, вторая неделя января, они такие достаточно прибыльные. Они принесут то понимание в работе, те договоренности, которые вы хотели, да, пусть это будут заграничные, либо местные локальные проекты, то есть это простая обычная коммуникация тоже будет работать хорошо, все отдохнут от вот этой новогодней беготни, от праздников, и уже начнут думать здраво, без всяких вот этих «мне нужно уйти». Уйдет вот это отлынивание от дел, поэтому договориться будет хорошо, и дела будут, в принципе, спориться. Итак, до 24 января прекрасное время для работы, для коммуникации, для обучения, для поездок, в том числе ваш управитель будет в Стрельце. Это прекрасное время как раз-таки заняться всеми стрельцовскими делами, все, что касается рекламы, пиара. Но это будет такой момент подготовки, плановости, да. Максимально, конечно же, можно уже договариваться, можно внедрять. С 23 января ваш управитель переходит в знак Козерога. Здесь, конечно же, вы станете такие более четкие, более плановыми. Уйдет такой вот шапка закидательства, такой праздный, больше такой размах, да, то есть вы уже так немножко заземлитесь и станете думать. Так, думать на будущее, думать, основываясь на своем прошлом опыте, как получилось, как не получилось, и это на самом деле хорошо. Несмотря на разворот Урана, в работе будет хорошо. Продвигайтесь, и трин с Юпитером как раз таки внесет ту самую удачу, которую мы все с вами ждали, ту самую прибыль, которую недополучили в 2023 году в декабре, да. Юпитер развернулся, и это не может не радовать, да, и буквально до конца месяца Венера будет как раз таки в том самом прекрасном трине с Юпитером, и здесь еще и в секстиле с Сатурном. Прекрасное время четкой работы для произведения прибыли, я бы это так сказала, да, то есть классная планомерная деятельность будет прям идти. Забегая немножко вперед, у нас разворачивается Уран, последняя неделя января, принесет, конечно же, он еще той неразберихи. Вы этого очень сильно не любите, поэтому держите на карандаше все дела, которые вам важны, и следуйте строго по плану. Без плана вам будет сложно вообще понять этот мир. Не надейтесь на абы как получится само. Ну и все же получится, я вам так скажу, сделать все то, что хотели, сделать все то, что планировали. Венера, когда идет по земному знаку, да, по Козерогу, действует хорошо, действует надолго, на века, даже несмотря на те усилия, которые необходимо приложить, даже если они больше, да, то все равно, если мы трудимся, то этот труд приносит плоды. Поэтому, дорогие, не переживаем, не печалимся, все будет хорошо в работе, действуйте. Но понимаете, в момент разворота Урана необходимо строго придерживаться плана, держать на пульсе все контакты, коммуникации для того, чтобы контролировать процесс, который вы уже запустили. Поэтому не переживайте, не печальтесь, действуйте. Что касается личной жизни, то, конечно же, первая неделя января будет сложноватой, будут претензии, чувство вины, обиды, переживания, захочется написать, позвонить бывшим, предъявить все претензии и сказать, что все в моей жизни было вот так, потому что только из-за тебя. Но, мои дорогие, пожалуйста,
Держите в себя в руках и понимайте, что буквально с 5 числа уже начнут расходиться транзиты, 6, 7, и вам уже больше не захочется никому звонить, поэтому попридержите свои эмоции, переживания, покопайтесь в себе, по крайней мере, во вторую неделю января уже придет такое ощущение, осознание того, что вы что-то где-то не там сказали, лишнее сказали, и сделали бы не так, поступили бы по-другому, не наговорили бы лишнего, не наговорили бы столько мерзких и обидных слов, да, поэтому, пожалуйста, пожалуйста, будьте аккуратны во всем том, что вы делаете, для того, чтобы потом не пришлось налаживать отношения, которые можно было бы и не рушить. В целом, что касается любовной сферы, то январь не будет напряженным и сложным месяцем, будет сложновато только его первая неделя, потому что новогоднее настроение, ожидания и реальность. Напоминаю, что Венера, ваш управитель, находится в Стрельце, а Стрелец — это тот знак, который хочет ого-го, сколько много, но трудиться ради этого не очень-то и согласен, да, а хочет, чтобы кто-то другой потрудился. Поэтому здесь, дорогие мои любимые тельцы, пожалуйста, с ожиданием и реальностью притормозите, да, понимайте, что еще, если у вас этого нет, то либо не пришло время, либо вам этого на самом деле не хочется. Это, как правило, навязано. И обычно, когда Венера проходит ваш знак и переходит в другой знак, да, как-то мне всегда говорят, как-то вот оно прошло, перехотелось, как-то вот словно было наваждение, да? Поэтому подождите, в конце января Венера сменит знак, но уже даже в 10-х числах отпустит совершенно, пройдет настроение вот этих новогодних эмоций, и наступит такое приятное романтическое время нормального, гармоничного, стабильного общения, без каких-то качелей вверх-вниз, без особых, без не то что особых ожиданий, уже когда будет становиться все на место, да, то есть не будет вот этого новогоднего лоска, что надо блеск в глаза, да, как говорится, пыльнуть. Поэтому устаканиться, успокоиться. И не говорю о том, что тельцам необходимо вот так вот все устаканить и успокоить. Ну, нужно просто понимать, какая жизнь есть, что есть сейчас и что необходимо сделать для того, чтобы жизнь была другой. И это, как правило, знаете, заключается не в том, чтобы найти кого-то и выйти за него замуж и это сделать, да, или там жениться на ком-то. Это нам самим нужно потрудиться для того, чтобы у нас это все было, да, то есть вложить свою душу, эмоции, и тогда мир начнет меняться. А когда мы сидим просто так на диване, естественно, ничего не происходит. Поэтому, дорогие тельцы, без особых ожиданий, без упреков, без резких движений. Последняя неделя января будет сложной, если в личной жизни есть недоговоренности. Захочется хлопнуть дверью, захочется разрушить отношения. Остановитесь, подождите, это разворачивается Уран с 24 января по 1 февраля, он будет в статичном состоянии, он будет разворачиваться, и поэтому с 1 февраля он пойдет в прямое директное положение, и вот эта эмоция, когда захочется все бросить, да, она уйдет. Захочется сказать, что я хочу быть свободным, да, и тому подобное, но подождите, особенно у мужчин вот это будет настроение, хлопнуть дверью, сказать, как все надоело. У женщин-тельцов полегче будет, вот у мужчин-тельцов, потому что у них все-таки урана больше, да, захочется прям вот такой вот спектакль закатить и сказать, так, все, вот прощайте. Но нет, остановитесь, дорогие мужчины, не делайте этого, поэтому... Месяц будет, не скажу, что очень сложный в любовной сфере, нет, если контролируете все мозгом и понимаете, что этот момент пройдет, что он не навсегда, то да, можно занять себя теми делами, которые будут вот эту как раз-таки негативную энергию культивировать. Можно сесть, поговорить с партнером, с партнершей, и все станет туда, куда и должно было пойти, для того, чтобы не натворить дел, не испортить настроение, не испортить личную жизнь, да, поэтому напоминаю, что Уран у нас отвечает за свободу и за разводы, да, и здесь, конечно же, лучше направить эту энергию в занятия с детьми,
так хорошо проиграется Уран, его разворот, да, то есть активные виды спорта, интересные виды спорта с детьми, если вы семейный человек, да, то прекрасное время, чтобы свой Уран прокачать. Зимние виды спорта активные тоже хорошо. Ни в коем случае не надо становиться свободной в этот момент. Захочется, получится быстро, потому что Уран очень на развороте, очень быстро подает на развод, очень быстро разводится, и штампики ставят очень быстро, и все думают, а что так быстро-то? А это потому что Уран. О, хотел, на, держи, получи. Но потом вернуть обратно те же самые отношения будет сложновато. Поэтому, дорогие мои любимые тельцы, мужчины вы или женщины, неважно, понимайте, что на развороте Урана освободиться от тяжести семейной жизни и отношений будет легко. Но не такая уж и эта тяжесть, если заглянуть туда и найти те самые гармоничные моменты, увидеть все то, ради чего вы вместе. Поэтому сядьте, поговорите, все, что связывает вас, все, что надоело, все, что хочется изменить. Лучше проработать Уран в семейной жизни, это изменить все то старое, что давно надоело. Начать жить по-новому вместе. Новые привычки внести в семью, праздники, новые какие-то совместные времяпрепровождения, и тогда вы прекрасно скомпенсируете этот разворот Урана в своей личной жизни. Поэтому, дорогие мои любимые тельцы, было бы желание действовать. Что касается вообще кармических задач на этот январь, то у вас, дорогие тельцы, из сложного, да, победить свою неудовлетворенность, понять, откуда она у вас появилась, возможно, все то, что вы хотите в этой жизни, оно совершенно не то, что вам навязывает общество, семья, даже, может быть, партнер. Нужно сесть и понять, чего вы хотите на самом деле в этой жизни, вот прям от сердца. Понимать, куда вы идете, каким человеком вы хотите стать, для того, чтобы сделать фокус. Январь такой месяц в целом, когда необходимо заземлиться, заканчиваются вот эти праздники, мероприятия, и мы остаемся в таком небольшом, я бы так сказала, искусственно созданном одиночестве, когда у нас есть время подумать и сделать такой фокус по жизни, да. Особенно в декабре произошел день зимнего солнцестояния, да, и как раз таки от этого времени начинается астрономическая зима, да, и начинается такой момент, когда мы занимаемся теми делами, проектами, теми мыслями, которые направлены на нашу реализацию в этой жизни, то есть кем мы хотим стать, каким человеком мы хотим стать, что мы хотим создать, что мы хотим в этот мир привнести, да. Конечно же, следом за ним будет другой месяц, который говорит, какое окружение нам необходимо для того, чтобы это создать, и финальный месяц, да, перед астрономической весной, это будет месяц, когда мы думаем прежде всего, куда мы идем в глобальном таком масштабе, не просто мы как личности, да, а как вписывается наша личность в глобальный план вот этого мирового устройства. Поэтому, дорогие, зима — это такой сложный период нашей жизни, когда мы не думаем только о себе, мы думаем еще и о глобальном. И как раз-таки в январе самое время необходимо начать об этом думать. Что, мои дорогие, любимые тельцы, это был ваш гороскоп на январь нового високосного 2024 года. Сложный этот месяц будет или очень простым, все будет зависеть от вас. Ну уж точно не легким, да. Необходимо пройти те уроки, на которые вы закрывали глаза, с которыми вы не хотели разбираться. Необходимо будет как раз-таки ставить те галочки, чего вы достигли, куда вы пришли. И этот год начинается с месяца, который нам все-таки дает время подумать, да. Финальные дни, последняя неделя января, когда начнет все очень быстро меняться, и у нас есть буквально несколько недель для того, чтобы начать что-то делать самим, не дожидаясь обстоятельств, которые будут нас толкать. Мы, люди, ленивые существа, всегда ждем, чтобы нас кто-то толкал, да, поэтому не ждите, мои дорогие, начинайте действовать сами. Дорогие, спасибо, что досмотрели это видео до конца.
Как обычно, по классике, в конце актуальные ролики, которые будут вам полезны посмотреть. Спасибо, что были здесь. Если у вас есть свой персональный вопрос, оставляйте здесь снизу под комментариями. Я обязательно на них отвечу. Только обязательно указывайте дату, время и место вашего рождения. И, конечно же, сам вопрос. Не пишите как бы заоблачно, как что-то непонятное. Да? Напишите сам вопрос, который вас волнует. Ну, либо же записывайтесь на консультацию. Дорогие, спасибо, что были здесь, и увидимся с вами в следующем ролике.